Sziasztok! Всем привет! Это канал Будапешки. Меня зовут Евгения Кири, и я гид. И в этом видео я расскажу вам о традиции венгров выбрасывать хлам раз в году. Один из самых важных дней в жизни каждого жителя Будапешта – это день, когда можно выбросить мусор. Не удивляйтесь, я про крупногабаритный. Обычный бытовой мусор мы сортируем и выбрасываем ежедневно, ну или по возможностям. Если вы хотите освободиться от большой картинной рамы, матраса, дивана, велотренажера, вам нужно ждать мероприятия под названием Ломтолонитаж. Сегодня этот день настал для жителей первого района Будапешта. Давайте прогуляемся и посмотрим, как это выглядит. Ломтолонитаж – это день, когда коммунальные службы могут вывести крупногабаритный мусор прямо от вашего дома. Это совершенно бесплатно. В остальное время, если вы хотите выбросить старую мебель, вам придется везти ее на организованную свалку, возможно, даже зарегистрироваться для этого заранее и уж точно учесть годовой лимит по весу сдаваемых вещей – это где-то 150 килограмм в год. Если же машины нет, да и лень заморачиваться с логистикой перевозок, то лучше подождать, венгры делают именно так. Зачем куда-то ехать, что-то нести, если можно подождать полгода, а потом вынести все ненужное барахло к входной двери дома? Обычно Ломтолонитаж проходит в районах Будапешта в заранее оговоренную дату, и обычно это раз в год. Интереснее всего наблюдать это в центре города. В былые времена, когда туристические потоки в столицу не прекращались, всегда было забавно видеть гостей, которые пребывали в шоке от захламления центральных улиц диванами, шкафами и прочим барахлом. Среди выброшенного мусора всегда можно найти любопытный антиквариат, необычную мебель или остатки былой роскоши. Когда в 21 веке видишь старый большой монитор, телевизор, холодильник и прочие раритетные штучки, всегда задаешься вопросом, сколько же лет люди ждали Ломтолонитажа, или чтобы все это вынести, или до какой даты это все использовалось. Минутка венгерского языка. Ломтолонитаж. Лом. В переводе с венгерского это хлам, барахло, старье. Талон – это суффикс отрицания. Ит – глагольный суффикс совершения указанного действия. Аш – суффикс образования существительного со значением приватизации. Чувствую я, про венгерский язык нужно будет сделать отдельное видео. Давайте разберемся, что в теории можно выбрасывать, а что нельзя. Что можно? Крупногабаритный мусор, который не помещается в обычный контейнер, ковры, чемоданы, мебель, крупногабаритный спорт и инвентарь, детские ванночки. Что нельзя? Перерабатываемые отходы, пластик, стекло, бумага, обычный коммунальный мусор, строительный мусор, землю, резину, электротехнику, текстиль, промышленный мусор, вредные отходы. Но это в теории. На практике выносят все, что можно, потому что никто не проверяет и потому что до ночного вывоза коммунальщиков обычно больше половины увозят с собой цыгане. Приезжают и местные, и из областей, и забирают все, что можно забрать. Коммунальщикам остается только то, что уже не поддается никакому использованию. В зависимости от района города на это мероприятие также сходятся и местные жители Будапешта. Зазорно это или нет, уже каждый решает сам для себя. Ломтолонитаж – это день, когда еще раз можно взглянуть на ценности и приоритеты местных жителей, взглянуть на то, как уходит эпоха ВХС, видеокассет, аудиокассет, DVD-дисков и диафильмов. С последними как раз обстоит интересная история. Владелец самого главного портала «Архив фотографий Венгрии» fortepan.hu не раз в интервью утверждал, что историю сохраняют как раз местные жители, которые спасают негативы или печатные фотографии вот с таких вот мероприятий. Потом наступает время оцифровки, и вот уже на сайте fortepan.hu почти 145 тысяч фотографий. Я поднялась в район Королевского дворца, вот он за мной. Здесь
тоже есть жилые дома, и поэтому мы посмотрим, что люди выбрасывают здесь также. Единственный момент, на подъезд к этой части первого района стоят шлагбаумы. Здесь, по-моему, до 10 минут можно парковаться бесплатно, после этого парковка дорогая, поэтому все грузовики, которые мы видели внизу, они сюда уже не поднялись. Посмотрим, что останется коммунальщикам. Вон там вдалеке церковь Матиши. Сейчас мы туда с вами и пойдем. Ну а по пути нас ждет много интересного. А нет, я была не права. Грузовички здесь тоже все-таки есть. С их стороны это очень умное на самом деле решение. Конкуренция здесь намного меньше. Иногда выносит настолько много, что на улице уже просто не остается мест для прохода. А в этом здании одно время жил Ференц Церкель. Это человек, который написал музыку к венгерскому гимну. Я понимаю, что вот такое вот барахло на улице выглядит довольно странно, но поверьте, завтра этого уже не будет. Я очень люблю дни, когда проходит Лом-Таланитеш. Во-первых, потому что мне любопытно, что выбрасывают другие, а во-вторых, потому что в нашей семье всегда есть что выбросить. Мы с мужем только на начальной стадии осознанного потребления, а в последний раз мы вынесли, наверное, ходок в 15 кучу всего, но это было после ремонта и разбора старой квартиры, куда мы переехали. Спустя 5 лет жизни в Венгрии я понимаю, как странно звучит этот факт, но для меня уже нормальным является годовое ожидание Лом-Таланитеша. Все ненужное потихоньку складируется и выносится в соответствующую дату. Не нужно вести все это самой, не нужно платить фирмам, которые вывозят хлам, барахло в частном порядке. Последний Лом-Таланитеш у нас был 4 месяца назад, а складская комната на моей лестничной клетке уже в ожидании объявления следующей даты. На следующий день мы с мужем решили совместить приятное с полезным, погулять в первом районе, насладиться последним днем зимы и температурой плюс 10 градусов. Заодно поснимать видео улиц, как же выглядит район после Лом-Таланитеша. Дела обстояли довольно хорошо, мы и не ожидали другого результата. Было много техники, улицы были чистыми на 80%, крупный хлам уже был убран, а дворники, не торопясь, подметали оставшийся мелкий мусор. К полуденному звону колоколов жизнь в первом районе вернулась в прежнее русло. Освобожденные от ненужных вещей жители вышли на прогулку, оживленно обсуждая вчерашние горы барахла на улицах. Местные возвращаются к привычному размеренному темпу. Следующий инфоповод здесь будет только через 1,5 месяца. Сакура зацветет.